Всем привет! China Quality Fax, я Дмитрий Савитин. Сегодня сопровождаю клиентов в командировке в Нимбо. Я разделяю клиентов на две категории. Первые, которые приезжают в Китай знакомиться, что-то покупать, начинать работать. И вторые, которые приезжают уже ругаться, ссориться и решать какие-то проблемы с товаром и так далее. Сегодня будет второй вариант. Давайте посмотрим это. Приехал к клиенту в отель. Идем поищем его. Hello, Emma. Wait. Поехали на фабрику. Товар твой, деньги твои, как бы отношения ваши там уже, может быть, пятилетние и там. Поэтому я только, чтобы оно все разрешилось, ну, как бы удачно, хотя бы по справедливости. Я за справедливость. В Китае все любят острое. Перчик выращивают прям возле фабрики. На. Будешь на. Кстати, китайские собаки и кошки понимают китайский язык. Наш язык они не понимают, для них мы иностранцы. Прошло 3 месяца спустя прошлого приезда клиента. Фабрика обещала, что все проблемы решит, уладит, разберется и все будет работать как часики. Клиент говорит, что ситуация стала сложнее, в плане поломок стало больше. Пойдем, посмотрим, послушаем фабрику. Сегодня вышло у нас 4 моторы сломаются. 3个呢是寄过来，他寄过来，快 3 вы послали здесь 3 мотора. 然后1个呢是他带过来。 Один вы возили с собой. 那第一步就是我们要检测一下这个电机到底。你问一下客人寄给我们，他们应该也是什么问题？What's problem you think about this motor? Этот эксперимент можно же сделать без меня? Мы только попробовали один мотор. Ваши моторы. Хорошо. 时间有限，他还要试一下。 Пока он меняет мотор. Вот мы сейчас заменим мотор. Да. И если окажется, что ошибки на пути никакой не будет, то что это будет означать? Вы знаете, на моем опыте за 5 лет это первый случай, когда происходит что-то подобное. Мы на эту фабрику приезжаем уже 2 или 3 раз, клиент знает меня, наверное, 3-й год. И фабрика выбрала стратегию, что проблема не в оборудовании, не в запчастях, а проблема в переводе. Поэтому сегодня они нашли другого китайского переводчика, который будет эту сделку сопровождать. Мы только попробовали один мотор. Честно говоря, довольно непонятная позиция фабрики. То есть есть конкретная проблема, они стараются найти какие-то другие пути решения. Я вижу, что и клиент видит, что это только для того, чтобы затянуть время. Потом искать причины. Может быть, моторы сломаются. И создать из этой проблемы какой-то большой-большой масштаб, взять кучу инженеров и так далее. Но клиент уже приезжает 4-й месяц, и пока мы не сдвинулись, клиент не решил проблему ни на сантиметр, к сожалению. Оказывается, все эти встречи фабрика и менеджеры писали клиенту о том, что переводчик плохой, то есть я. Но клиент говорит: Дим, я тебя знаю и не сомневаюсь в твоей работе, в твоей квалификации, иначе не работал бы. А фабрике комфортнее работать со своим переводчиком, когда можно говорить общими фразами, когда можно стягивать время, когда можно ссылаться на какие-то другие обстоятельства, и клиенты это хавают. Моторы сломаются.
искать причины. Поэтому в работе переводчика важно, чтобы переводчик не просто переводил это белое, это серое, это болт, а понимал менталитет, понимал процессы, механические процессы работы оборудования, когда он может правильно сделать вывод и подсказать клиенту, где ложь, а где правда. 其他的也标志做一下，听上去。 Ну что, короче, вот разобрали. Леш, мотор ожил, переводчик помог? Нет? Что случилось там? Ну, короче, вот вскрыли мотор, Ага. из него вон всякой шняги понасыпалось. Вот. Здесь вся эта шняга, короче, вот он сейчас чистит коллектор от этой всей шняги. Вот, видишь? Ну он заработал, нет, на этом? Нет еще, они вот только его разобрали. Это вот старый мотор, который был. Окей? Кто-то мне объяснит, что происходит? 能跟他解释一下这个发生了什么事情呢？什么情况呢？这里？潘工，你来说一下。 Версии имеет угольное отложение. Отчеток. Да. Отчеток. Не, ну в принципе это как бы нормально. Но то, что коллектор не на камеру сказать завяжем. Это не только мобуче, это не... Двигатель проработал 3 месяца, сточен коллектор очень сильно. Фабрика увидела камеру, начала тоже снимать на камеру. Удивительно. Давайте снимать ролики вместо решения проблем. Вот, блин, пусть они и разбираются. Я-то здесь зачем нужен? Понял. 但这个就是拿过来的是3个马达。 У нас прошло полчаса, мы ничего не сделали. Они если бывшие моторы, они будут заменять на новые моторы. Но вот этот вопрос не будет, больше не будет. Но дальше он будет показать вам другие причины. Потом дальше. Мы вчера с ней разговаривали, что меня не беспокоит, 3 месяца, одно и то же. Не беспокоят моторы, меня не беспокоит плату, PCB, меня не беспокоят кабеля, меня беспокоит все это вместе. Понял. Комплект. Да. 它现在这个里面这个机件，包括这个控制面板，包括这个电缆。 По своему качеству они одинаковые. Это означает, что новый мотор тоже может сломаться через 3-4 месяца. Да. 就是现在这个电机的话，过4个月坏掉了。那你现在跟同样的型号的电机换上去，那就是意味着你过4个月还得再换，对不对？ Поэтому замена моторов – это не решение проблемы. 你经常换电机的话，这个不是个最终的解决办法。一直过4个月换一次，过4个月换一次，你这个也不是最终的解决办法。 Я вчера ей говорил, возможно, не в моторах проблема. 有可能不是电机的问题。 Может быть проблема в электронике. 有可能是电子元件的问题。 Я не знаю. 他不知道，准确的不知道他是谁的呢。现在，今天我们要解决早上这个会议，就是为了解决电。 Я не смог этого слушать. Что делает фабрика? Фабрика говорит, ты знаешь, мы делаем оборудование, но не делаем моторы. Сегодня приедет фабрика, которая делает моторы, ты сам с ними разбирайся, там, находи проблему, решай вопросы. Мы же моторы не делаем. Напрашивается вопрос, а деньги мы тоже должны тогда и платить, а не вам? Нет, деньги вы нам платите. В общем, фабрика старается, понимаете, сделать вот какое-то, найти, даже не ищет решения, я не вижу. Может быть, вы сможете видеть. Обратите внимание, что данная проблема уже существует полгода. И за эти полгода не принято никаких конструктивных мер со стороны фабрики. Клиент сам ремонтирует, разбирается, нанимает инженеров, которые профессионалы в своем деле в России, и выясняет причины, хотя это не его задача. Он покупает готовый продукт, он не должен разбираться в щетках, которые работают в двигателе, из какого угля они сделаны. 然后我们会更换成他之前的所有的马达。 Мы будем заменять все ваши моторы.
Все? Да. Про будущий или прошлый? Не было слова ни будущего, ни прошлого. Какие моторы? То есть в будущем или те, которые я А, уже你 купил? 说是跟我谁有的是 У меня уже сел аккумулятор снимать. И вы знаете, я уже не могу это слушать. Завтра, да, мы будем искать, мы будем заниматься. Завтра мы что-то придумаем, что-то найдем. Вы знаете, приезжая в Китай, обращайте внимание не на фабрику, и не на переводчика, и не на вкусную китайскую еду. В первую очередь вы выбираете партнера, с которым вы будете работать. Партнер должен быть ответственным и обязательным, а не таким, который вот обещает, в кавычках, берет на себя обязательства. И проблема-то не такая сложная. Вот. Будьте внимательны.